Господин оператор, будьте добры, застегните барышню пуговицы. Да, давайте, пожалуйста, начнем. С греха подальше. Он зато захотел. После ничего выйдет, там чай. Да, там какая-то еда. Если можем начинать уже все. Давайте спускаем первый кусок. У нас есть вино легкое. Да, буду. Надо же тост обязательно сказать. Это же праздник. Такое какое-то необычное, да, чувствуешь какую-то вот такую вот, что вот реально есть праздник какой-то, что-то женственное. А женственное это как? Ну, это такое... Женщина, бывает, очень много плачут. Женщины бывают всегда ссорятся. Женщины бывают серьезные, женщины бывают слабые. Так все же, наверное, люди бывают. Да. И мужчины. И мужчины бывают слабые. Но женщины плачут больше, чем мужчины. А почему? Потому что они страдают за своего мужчину, не хотят потерять ничего, даже своего ребенка. Красиво! Ты вошла в мою грешную жизнь. Анечка любит милаться. Как вообще? В смысле, как любит? Вообще! Совсем! Совсем! Доброй раницы. Сейчас догоняю до нужного места. Папе сегодня исполняется 75 лет. У нас общий семейный праздник. Мне нужно поздравить двух людей. Папу и следом маму. Папа первый, потому что день рождения важнее, чем 8 марта. Так, не пугайтесь. Так, проходите. Так, я немножко надо проветрить немножко. Takže musíte to vydržet aspoň takovou chvílku nějakou. Я им говорю, привозите с собой бутерброды. Я говорю, я ругать не буду, ради бога, потому что мы все равно делаем перерыв где-то минут 5-10. Потому что, считайте, 3 часа высидеть, а я гоняю, я вообще очень жесткий преподаватель. Я с тупыми и ленивыми я не работаю. Я помню, как там на нас кричали: вы должны все равно подписать, это вы будете дарить вашим мамам. Там кого-то до слез даже доводили. Все, сижу, вытираю эти слезы, сопли, клею там. Завуч спрашивает: а почему та девочка плачет? Вот, и воспитатель: Олечка, что случилось? Почему ты плачешь? Откуда у вас тюльпанчики, девчата? Это нам подарила тетя, которую мы снимали. Она сказала, у меня очень хорошие тюльпаны, вот они очень качественные, у них очень толстые корни. Ой, мама, слушай. Сюда залезла снимать, я так это самое. А правда, что психологи приходят прежде всего решить свою проблему в эту профессию? Не, мне кажется, ну...
Не, ну вот Более правда. архитекторы и дизайнеры интерьеров точно вряд ли. Судя вот потому, что мы тут видим, вряд ли они сначала свою проблему решают. Кто осмысленно идет в эту профессию, точно, наверное, точно решает какую-то свою проблему прежде всего. Кто уже осмысленно. А кто пришел, знаешь, ну вот хотелось попробовать, что это такое, было цікаво. Ну тогда еще непонятно. Подождите, дети. Да нормально, что ты детей? Пусть. Вот. Можете шуметь сколько хотите. А ты Шумите. Там чем громче, тем лучше. Как сегодня из садика добрались? Нормально? А у кого завтра утренний? Завтра утренник. У меня. Максим! Что? Отдай апельсинку на родину. У него одна кочка, может быть, с одной кочкой. Что я боюсь. Максим? Да. Он усыновленный. Ну, то есть вы будете делать какой-то концерт? Да. Ну, как бы это будет у нас конкурсная программа. А что Как бы от каждой группы будет выступать девочка, представлять себя. И будем выбирать самую лучшую. А что это вообще за праздник, 8 марта? Это день мамы. День влюбленных. 8 марта это праздник женщин. А что это значит, праздник женщин? Ну, как День Валентина, только это праздник женщин. И посвятили для мужей, ну, для, то есть, всяких жен посвятили. Ну, чтобы для них хотя бы один праздник был. А почему один праздник, а не всю жизнь? Ну, всю жизнь тоже можно, но хотя бы один день самый счастливый. Ну, не только 8 марта самый счастливый праздник. Ну, когда свадьба тоже самый счастливый. Кому цветочки покупаете? На работу. На работу? А как будете поздравлять женщин? Ну как, хорошо. Ну как хорошо. Ну как, торжественно, поздравим, построим всех мужчин. А? Активные технологии, здравствуйте. Вы в качестве модели хотите? Угу. Дело в том, что уже запись сделана с 3 часов, места уже нету на завтра, поэтому звоните только в пятницу. Девочки, я вас поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Желаю вам, несмотря на погоду, чтобы всегда у вас светило солнышко. Солнышко – это вот тот первый весенний признак, что ли, который греет, согревает. И вообще хочу сказать, кто, как не женщины, олицетворение весны, весна – это начало, да? Держи. 8 марта. Да, сегодня 8 марта. А что это за праздник? 8 марта? Да. Женский день. Это женский праздник. Да? Это давным-давно еще вот это празднуют. Да? Ну как праздновали? Да и мужик же был, и семья была, все. Так мы каждый раз хоть по 100 грамм да выпьют. А муж у тебя хороший был? Между прочим, это золотой человек. Да? Еврей был. Света, белая. Я туда все переставила. Ну, Света туди поставила, раз и на камеру. Дорогие девушки, с праздником весны, вам здоровья, любви, благополучия, побольше денег. Как молодым, чтобы надо, что нашли своих половинок, вышли замуж, но рожали деток. Много?
Ну, сколько... Сначала по одному Да. хотя бы Да, родителям. давайте выпьем. Кому потом Бог если- сколько. Да, да, сколько Бог даст, я говорила это самое. Сколько будет давать, столько я буду рожать. Где-то у Калужской области вообще женщина родила молодая 10. Сразу. На день недели 5 мальчиков, 5 девочек. Все дорожные, все красавцы. Ценности на колясочек, карваны. Я опять со своими вопросами. Вот дом для тебя это что? Ну, это дети. Максим, давай. Ну, всегда на первом месте это дети Давай, были. Максим. Я не могла себе место найти. Серьезно. Когда у меня дети выросли, коляски не стало у меня. Это было что-то вообще ужасное. Что я иду, и мне не за что держаться. Это вообще было дико. Что у меня коляски нет. Ой, понятно. Настя, так некрасиво, девочки. Настя, иди, пожалуйста, игрушками играй. Некрасиво так, девочки. Что ребенку надо на публику. Ну, может быть, это неплохо, но как-то так. Не очень красиво, может быть, для 7-летней девочки. А что нужно для 7-летней девочки? Ну, скромность. Почему? Алло? Доброе утро, Оля. Мы подъезжаем. Мы уже около гостиницы «Беларусь». Какой нам, скажи, номер группы искать? Или как там нам сориентироваться в саду? Ага. Там будет актовый зал. Хорошо, все, мы сейчас подходим. Зажигает вышине. Улыбки. Дарит детям, всем мамам и весне. На. Маме. Как там язык? Жаль, что мне ездить. Мама, дай мне красные штаны. Мы участвовали в прошлом году в конкурсе «Многодетная семья». Ну, я с длинными ногтями, опять-таки. Это как моя работа, как моя визитная карточка. И мы, значит, как современная семья, поставили ноутбук. И в качестве, что мы делаем руками, вот там хобби, творчество, работа, я представила свои фотографии, рассказала, что это тоже вот одно из, как бы, одного детищ, что ли. На что потом, когда подошла эта так называемая комиссия из там какой-то культуры, вот, там было два мужчины и, наверное, 3 женщины, где-то так. На что мужчины сказали: ну вау, там, ого, ничего себе, там ногти, да, ничего себе, там еще 3 детей, и ногти, и все, тут и работа. На что женщины, основная масса, так, тоже мне мать, ну, в том плане. Что это ты Что за с мать? такими ногтями? Что можно, ты за мать собственно с говоря, такими делать? ногтями? Победила семейная пара, ну, семья, которая вот соответствует, значит, образу. Вот, там был папа работающий, а мама домохозяйка. Нигде не работает. Вот она там, ну, варит, парит, встречает там в кокошнике, я не знаю, там как-то. Потому что все остальные семьи, они, вот все мамочки были работающие. Вот вы просили показать. О, что это? Это же Орден Матери. Орден Матери. Что значит Орден Матери? Ну, женщина, родившая 7 и более детей. 5 и более детей получает Орден Матери. Ну, это было неожиданно. Позвонили, сказали, что мы вас готовим на получение Ордена Матери, надо собрать все характеристики. Ну, я, в принципе, не ждала. Я думала, что это таким женщинам, как я, не дают. Неполноценная Что значит семья. таким? Неполноценная, в смысле, я не замужем.
такая, они сейчас даже там на какие-то конкурсы берут, если папа, мама и дети. Таких, как я, никуда не приглашаю. Для вас что-нибудь значит праздник 8 марта? Для меня, значит, наверное, это начало весны, потому что мужчины все дарят женщинам цветы, запах цветов везде, такой яркий, улыбающийся лица. Наверное, это значит начало весны скорее для меня. А вы знаете, что этот день значит вообще? Как он появился? Да, что-то вот недавно, кстати, читала, что День там рождения. Нет, забастовка там была, какие-то американские, по-моему, суфражистки начали требовать этого рабочего дня 8-часового, что-то такое. И потом, да, все, 8 марта, потом просто до сих пор приглашала сделать это женским днем. Это было Нет, на самом деле, день рождения, день ее смерти, день рождения ее сделали днем 8 марта, потому что не могли сделать день ее смерти международным женским днем. Это она сама приняла. Но сделали это уже после ее смерти. Ну, это сама. Кстати, по-моему, карьеру она свою начинала с проститутки. Я потру, потом ты в конце потрешь, окей? Окей. Саша, а кем ты хочешь быть, скажи, пожалуйста? Не знаю, я хочу рисовать. Так. А Андрей что хочет? И на велосипеде. Хоккеистом? Хоккеистом быть. Понятно. Мама, а как же семейный бизнес? Ну, разберемся. А тебе нравится, когда девчонки в хоккей играют? Нет. Почему не нравится? Ну, жалко бить. Ну, не бей. А зачем тогда играть? Хоккей такая. А почему девочек жалко бить? Девочки? Ну и что? Девочки что? Там мальчикам. А мальчиков не жалко бить, да? Остается, да. Ну как, они же мальчики, люди в конце концов. Ну не люди, но мальчики. Кто у вас в доме самый главный? Я. Тот, кто зарабатывает, и тот, кто делает работу по дому. То есть это мама, конечно. А ты бы хотела быть дома главной? Нет. Я считаю, что это роль мужа. Мужчины. Почему? Ну, это всегда так было. Женщина должна выходить замуж за мужчину, который выше ее по положению, по материальному, по этому всякому, чтобы жена все-таки подчинялась ему. Что такое стопроцентная женщина? Даже если ее муж не прав, она улыбнется ему и скажет: я согласна с тобой, любимый. А если она вот 50% женщина? Ну, нет, ну, я говорю про стопроцентную женщину. Ну, 150%, значит, она будет настаивать на своем мнении. А вот сейчас ты 100% женщина или... Нет? Почему? Потому что вся, в принципе, ответственность лежит на мне. Ну, в принципе, иногда устаешь очень сильно от этой ответственности. Хочется эту ответственность приложить именно на плечи и маленечко скинуть себя и отдохнуть. Ну, может быть, я стопроцентная мама, иногда я так считаю себя, но не стопроцентная женщина. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. А у тебя больше мужчин или женщин заказчики? Ну, вообще, женщины больше занимаются Женщины, ремонтом. Женщины больше, как бы, вот, это вот... А мужчины бабки отстегивают. Да. То есть женщина придумывает, а мужчина платит? Не то, что придумывает, она берет на себя вот эту организацию. Это же строительство, это организационная, ну, такая вот, это надо какие-то там знать, где там какие материалы, ну, вот какая-то гибкость там связать, все вот это, что-то исправить там со строителями подобного. В смысле исправить? Ну, в смысле, дырку там какую-нибудь не пробили. Директор. Но ты в ogóle ощущаешь, что ты можешь вести за собой людей, альбо уплывать на людей? Я могла в школе вообще убедить кого угодно и в чем угодно. Я не то чтобы мне нужно было убеждать всех сразу, но у меня был вот круг друзей, которые там имели дальше влияние. Мне важно было убедить их, и они уже делали там остальную работу.
думаю, что вот сейчас моя жизнь, она в таком для меня почти идеальном варианте, наверное. А чему Амаль? Я думаю, что я бы хотела, чтобы у меня было чуть меньше работы. Так, чтобы у меня, когда я прихожу домой и не сажусь за компьютер, не возникало чувство вины, что я не работаю. Так а вот это почуття вины, ты думаешь, оно здобытое от объемов працы, альбо это такая властивость твоя? Я думаю, у меня, вот как у людей развивается алкоголизм, у меня развился трудоголизм как болезнь. И я это ощущаю как вот болезненное состояние. Потому что когда ты шачешь на работе, приходишь домой, работаешь, выходные еще дорабатываешь, и потом, если ты вдруг не работаешь вечером, у тебя возникает это чувство вины, это уже нездорово. Работу надо делать на работе. Дом для тебя это что? Это все. А работа? И работа, это все. Я здесь провожу очень много времени, на самом деле. Наверное, даже больше, чем дома. Но если бы не было дома, не было бы куда бежать, зачем тогда нужна была бы эта работа? Ну, я так думаю. А зачем тебе работа, если есть дом? Зачем мне работа? Работа, она тоже для удовольствия. Для удовольствия. У меня не было никогда такого стремления там замуж выйти. Не знаю почему. Я ж, видишь, я как-то долго такую роль хозяйки выполняла. И я, в общем-то, вот так нахлебалась этого всего хозяйствования. Я приехала в 97 году сюда. И так получилось, что не в начале года приехала. Тут, холостяцкая хата, тут вообще ни мебель, ничего. Тут я тут ремонт пока сделала. Ну, знаешь, как-то вот просто вот я в такой была в какой-то растерянности. То есть это не мой был выбор. Я хотела в Витебске остаться там, работать в колледже. Меня никто не поддержал. Опять же. В смысле, в семье? Да. Мне все говорили, типа, едь в Новополоцк. Там пыль вытирается. Да. Да. Не, в смысле, там, типа, как Сашка выразился, что хата паутиной зарастает, типа. Я жила, по сути, как замужем, понимаешь? Родители разводные, то есть я, что-то не могла осмыслить вообще, для чего брак, для чего. Вот. И что он вообще дает. То есть для меня это было сплошное каторга какая-то. Я вышла замуж в 28 лет. Первый раз? Первый раз. Круто. Я выбирала. Мне не раз то мужика плоский затылок, то у него насморк хронический, мне не нравилось, то у него носки воняют. Значит, он за собой не следит, носки не стирает каждый день. То есть у меня было миллион каких-то причин, чтобы отказать какому-то очередному. Я была очень переборчивой невестой, очень переборчивой. А вы себя всегда представляли, что вы замуж надо там? Нет. Наша мама никогда не воспитывала нас в ключе таком традиционном для девочек в советских семействах. Что вот, поступить в институт, да, но что нужно выйти замуж, никогда нам этой мысли не прививали и вообще никогда не торопили. И у меня никогда не было этой матримониальной склонности и этой потребности вот такой в другом человеке настолько... Я вообще не представляю, как можно с человеком прожить дольше. Вообще не представляю, как можно жить с человеком в одном помещении. Вот, например, в такую квартиру второй человек на постоянное место жительства уже не поместится. Это мало места. Места нужно столько, чтобы, например, у меня, не знаю, как там другому человеку, а мне нужно, чтобы у меня была возможность куда-то уйти и остаться одной. Причем ровно настолько, сколько мне это будет нужно, а не сколько захочет мне дать какой-то другой человек. Вот. Что ты имеешь в виду, когда говоришь личная жизнь? Это что? Это как? Непрестанное общение с любимым человеком. Что значит непрестанное? 24 часа в сутки? Нет, хотя бы часов 6 каждый день.
Ну, нормальная семейная жизнь. Вечером, по вечерам Почему вы с семейная? семьей. Просто семьей. встречаться в паре с девушкой. Семейная жизнь. Непрестанное общение. Нет, так личное или семейное? Так это одно и то же. Почему это? А для меня это одно и то же. А для меня нет. Личное от слова личность. Личное и семейное это отличаются, мама. Но почему семья это не люди, что ли? Ну, самое главное люди в твоей жизни, получается, семья. Личный — личность. Ты личность. Если у тебя будет такая вот жизнь, Жене понравится, например, у тебя вот такая вот суматошная твоя общественная жизнь. Жене понравится это? Кто это? А ему уже сейчас не нравится, что вы с ним редко встречаетесь, редко гуляете. Мама, я думаю, на данном уровне, на Ваших данном отношений? этапе жизни нужно выбрать образование, а не отношения. Я тогда вообще считаю, что на этом уровне 17-летней вообще не надо заводить мальчика, потому что это не надо никому, ни мальчикам, ни девочкам. Я сама с этим разберусь. Ну а поедет в Вильнюс, Женя останется здесь. Мне зачем? Я, ну не знаю, это моя точка зрения. Мама, Вильнюс это не Америка. Не Америка, конечно. Слушай, Я определюсь. А почему для тебя образование это важно? От этого будет все зависеть. Что? И твоя будущая работа, твое благосостояние, твой статус в социуме. А какой ты хочешь? Вот работу, благосостояние, статус? Ну, точно не в таком, как я сейчас живу. Ну, как ты похожа на отца, так бы дал вам по лбу. Ну, она считает, что я это... С дуру детей нарожала. Это я так считаю? Ну, ты вчера мне об этом сказала. Когда я сказала, что девочки придут меня снимать, и Ира мне задала вопрос, почему я стала такой, какая я сейчас стала. Ты говоришь, с дуру. А вот ты как бы хотела, чтобы в твоей семье было? Меня устраивает моя семья. Нет, ну подожди, это твоя семья с родителями, а ну у тебя же когда-нибудь будет своя в плане или не будет? Ну, ты хочешь замуж? Это хороший вопрос. К сожалению, сказки про принца на белом коне я как-то так в детстве еще перестала думать. Почему? Я думаю, куда важнее карьера, чем замужество. Хотя вот я с мамой говорила, у меня вот будет ребенок обязательно после 18 лет, там, как можно скорее. Но я не думаю, что обязательно нужен для этого брак. То есть ты хочешь ребенка? Да. А что ты будешь с ним делать, с этим ребенком? Ну как, что? Растить, воспитывать. А зачем он тебе? Понятия не имею. Тогда зачем рожать? Просто говоришь, что карьера важнее, чем семья. Ну, почему мне было интересно? Потому что ребенок это ведь тоже семья. Ну, я не спорю, но вот смотрите. То есть, когда у вас есть деньги, вы уже можете все гораздо быстрее сделать, да? То есть, допустим, купить дом, там все построить, обеспечить ребенку образование и так далее. А не проще тогда просто выйти замуж за богатого человека? Я помню, наверное, на втором курсе института мы рассуждали про замужество. Это, может быть, был единственный период, когда я еще как-то рассуждала о том, что вот если я когда-нибудь выйду замуж, то у меня там будет какое-то красивое платье, там, с пышной юбкой, там. И это был, может быть, один единственный короткий период. Вот как-то у меня нету вот этого стремления, не было его никогда. Обзавестись семьей, там, детьми, мужем. И муж, вот опять же, когда я думаю о том, что вот, ну, вот решение денежных проблем, для чего нужны деньги? Для того, чтобы обеспечить тебе свободу. Свободу идти куда хочешь, делать что хочешь, работать где хочешь или не работать вовсе. Вот как бы вот для меня они такой вот, ну, они не эквивалентны свободе, но они позволяют ее себе купить или организовать. Как может замужество и вот, ну, как можно выйти замуж за богатого человека с целью обрести свободу с помощью денег? Ты ее как раз теряешь, потому что это вот такой, ну, социальный договор, вы о чем-то договариваетесь. Какой смысл ему на тебе жениться, если ты хочешь полностью свободной жизни? Жизни свободной от этого человека, там, приходить, когда хочешь, разговаривать, когда хочешь, там, или не разговаривать, то есть в чем ему смысл тогда вообще на тебе жениться? Ну, на мне в данном случае. Как бы внешность у меня не модельная. Возраст у меня вообще ни разу не модельный, в 2 раза уже больше, чем модельный. И то есть, как бы вот какие-то такие вещи, они вот, ну,
мне нечего в такой даже брак было бы продать, чтобы можно было купить себе в обмен на это свободу. Привет. На нас никто не обращает внимания. Не, никто. У нас тут женский труд. Мы готовим. А мы мужчины пришли с работы. Значит, смотри. Нужно все это разобрать. Вытирать вот этим полотенчиком, да. Многофункциональная ложечка, всем показываю. Этим можно пользоваться как лопаткой. Здесь у нее ребристый ножик, а это ложечка для того, чтобы пробовать. Нет, все, не рассказывай. Это еще нужно увидеть и понять. Да, ну уже и распознать, что это магическая ложка. Лопатка. Пока. Нет, довольно странно. Когда ты конкретно ходишь по магазину, ищешь дуршлаг и не можешь найти адекватный дуршлаг, то, естественно, ты обращаешь внимание на эту ложечку с дырками, приглядываешься к ней поближе, и оказывается, что это же волшебство, без которого жить вообще никак на свете нельзя. Так, собираем компьютеры, дети. Сейчас. Время еды. Прекрасно, ну не зря все-таки эти семью подарила. Смотри на свой дискурс. Смотри, ну вот кого еще заставляют выбирать компьютер? Не взрослых же, только детей. Все. Все собираем. Что в духовке? В духовке еда. А когда вы были 7-летней девочкой, вы думали, что у вас будет столько детей? Ну, я не знала, почему они родились, но просто я очень хотела. Во-первых, был сначала 2 мальчика, мне очень хотелось девочку. Когда родилась Сашка, почему бы не родить Сашке сестренку? Получилась сестренка. Потом был развод. Потом, ну, если бы, наверное, не эти дети родились, я бы, наверное... Развод был у вас? Спилась с горя. Не спилась, умерла. Да, развод, Ира знает. Грустную историю. Ну, развод, наверное, никогда не бывает радостным. Хотя, наверное, для кого-то когда-то бывает. Просто развод по-обоюдному. Это был просто очень жестокий развод. Для вас жестокий? Да, как я выжила. Без 2 детей. Да, не то, что он от меня бросил муж, то, что он забрал 2 детей, это было все, это был конец света. Я ходила и думала, неужели это навсегда? В общем, вся жизнь изменилась, да? Ну, жизнь изменилась полностью, конечно. И работа появилась. Мне пришлось закончить курсы бухгалтерские, да, и пойти работать. Если бы не эта работа, наверное, бы я умерла так с горя. Все-таки мне эта работа дала мне какой-то толчок. Я почувствовала, что я женщина. Это очень сильно изменилось физически. Я похудела, мне это было 38 лет, тогда мне давали все 28. Я сама чувствовала, что я красива, что я сексуальна. Я шла по городу, мне кто шел рядом с мной, мои подруги говорили: Марина, все только на тебя смотрят мужики. Ну, а я, как всегда, шла скромно, я ничего не видела. Тип, который сейчас со мной, это тот тип, к которому я никогда в жизни даже близко не подошла бы. Я боялась, потому что он бандит. Понимаете, он типичный бандит. Он такой жесткий, у меня мать такая была. Он жесткий, он сам по себе. Он сам по себе. Он владеет всеми видами боевого искусства. Я огненный дракон. Год дракона и плюс еще знак Скорпион. Вы понимаете, какой кошмар. И мой вот этот гражданский муж по гороскопу и по годам идеально мне подходит. Но, опять же, просто там написано, что только надо уметь прощать друг другу слабости. Я прощаю его слабости. Он мои еще не научился, вот, потому что еще молодой и глупый. Вот. А у вас с мужем как было? Ну, с первым. С первым, ну, я его любила, он меня, ну как, мы были, у нас была компания, все переженились, мы остались вдвоем. И у нас просто не было выхода, мы поженились. Ну, а потом где-то через 6 лет ему встретилась студентка его собственная, младше на 12 лет. Вот. Но она тоже приходила на лекции, сидела на первой партии без лифчика. Кто это какие годы были? Так, ну считайте, это какой год был? Это был 86-й год уже, слава богу. Уже принесли тетрадку. Вот. Читай. Я очень люблю тебя. Мне хочется тебя обнять,
дотронуться до тела твоего. Но ты не можешь этого понять, ведь ты не знаешь чувства моего. О, если б знал ты, как мне нужно твое внимание, любовь, и как мне трудно в этой жизни без нежных, милых твоих слов. А что такое любовь? Любовь — это когда человек друг друга любит, человек, нет, ну как бы женщина и мужчина, любовь, получается, что женщина и мужчина друг друга любят. Любовь — это бурная стихия, переживание, страсть, то есть, ну как бы вот таких вот смыслах слова. Ну вот бывает такое, ну вот когда женщина накрасится, и к ней подойдет один пацан. Ну, мужчина какой-то. Вдруг там девочка или девушка уже, а мужчине 30 лет. Вот. И ну, как бы, она накрасится, и она может, ну, как бы, к ней может подойти мужчина любой и подружиться с ней. А на другой день, когда она не накрашенная придет, то он с ней может когда поссориться. И что в такой ситуации надо делать? В такой ситуации надо, значит, всегда краситься. А вот когда вот 8 марта у всех праздник, я буду красивая, и вы будете работать целый день. А у вас не проблема. А вот красиво. А красивая это как? Нарядная, с прической, накрашена, да? Так вас прогласить решил. Не, мой, вон, ягучарка. Ешь ты. Есть не ложись. Как говорится, красивыми мы были и остались. Но дело не в изгибах тел, да? Пусть плачут те, кому мы не достались, и сдохнет тот, кто нас не захотел. Вот, надо же запомнить это. Наши поздравления в Международный женский день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша. Пусть дом ваш будет полной чашей удачи, счастья и добра. Торговая марка «Мясонат» от Жлобинского мясокомбината. Это начало жизни. И не случайно жизни в природе, не случайно жизни, которая связана с женщиной. В 1910 году Клара Цеткин вышла со своими единомышленницами на площадь, требуя, чтобы узаконили день 8 марта как праздник. Но даже если бы не случилось это тогда, я думаю, что все равно этот праздник был, потому что все равно женщина – это уже праздник, а мужчины к этому празднику в виде женщины получили еще и красный день календаря. Вы по жизни обязаны женщинам. Обязаны тем, что они, эти женщины, за маленький подарок 8 марта ничего не требует взамен, а на протяжении долгих-долгих лет отдают себя вам и вашим детям сполна. И на своих хрупких плечах держится не только семейный мир, но, в общем-то, и мир во всем мире. А руки женщины – это руки, которые несут каждый день все бытовые неурядицы. И от того, что вы сытые и ухоженные, женщина, и от того, что вы красивые и красиво встыгнутые, женщина, и от того, что у вас дети воспитаны, конечно же, женщины, милая женщина, пусть в ваших домах будет мир, покой, благополучие и уют. Радуйтесь тому, что у вас есть. Творите и созидайте вас. С праздником всех! Даже непривычно. Вроде уже весна, а еще снег идет. Это как-то нечестно со стороны природы.
Помню, раньше мечтала, чтобы снег летом выпал. Такая неосуществимая мечта. Ну, да бывает, что снег летом. Да, вряд ли. Разве что искусственный. А так неинтересно. В кино бывает. В кино бывает. Поэтому я и хочу в кино. Я тоже себя, вот как ты говоришь, я вот себя с детства помню, мое внутреннее ощущение, ну что я что-то уникальное, понимаешь? Школа, дом, даже старший брат. Ну то есть все из меня что-то хотели, ну, выбить, там, переделать. Но я была такая на своей волне. Даже можно сказать, что у меня какая-то была двойная жизнь. То есть я была внешняя какая-то и была внутренняя, которую вообще я спрятала, которую никто не знал вообще. И у меня такой был голышок. И я помню хорошо, как я его обмотала, у меня был какое-то кружево, кусочек, и я там взяла его как-то, вот что-то с ним сделала, и нитками, я только тогда иголку вот в руках училась держать. И я просто вот иголкой, я даже не сшивала как-то, а что-то перемотала, где-то ее втыркнула. В общем, ну ты знаешь, вот я так, вот я до сих пор, вот я тебе рассказываю, я помню этого голышка в этом платье. Дети знают, кем они хотят быть. Вот я знала, кем я хочу быть. Просто во мне это потом вытерлось, вот, ну, как бы, я запретила себе, что ли, мечтать. О чем ты мечтаешь? Я стать певицей. А ты что хотела? Фокусником. Представляешь? Фокусником. А почему фокусником? А кто для тебя фокусник? Ну кто Потому это? что моя мама фокусник. У меня нету никаких планов, какой я должна быть. Какая есть, такая и есть. А мечты? Богатство и знаменитость, как же без этого? А знаменитым кем ты хочешь быть? Ну, актриса, конечно. Таки не убили мечту. Yes. Вы бы знали меня, мой ангел, то на веранде, а то в ротонде, то в мезонине, то на камине, то при соле, то на пианино. Выращивать их. У тебя делится житье на работу и дом, потому что складывается ощущение, что вельми органичное перетек. Я думаю, что если человек очень хочет что-то сделать, то ему вообще нет к этому никаких помех. Ну, просто может ты сделаешь чуть-чуть попозже или не так быстро. Может быть, сделаешь немножко по-другому. Но если ты очень хочешь, например, поставить какой-то спектакль, ты его поставишь обязательно, если ты очень хочешь. Мама, а когда мы будем торт есть? Утром. Перед садиком мы не успеем. А сегодня хочешь? Сегодня? Пойду Вовке скажу. Как ее? Вова, торт! Напилась, безобразно плясала, считала себя Кармен. Лезла в окно, проснулась в прихожей, явилась домой с невозможной рожей. В общем, на Западном фронте без перемен. Утром подумалось, эх, стыдно. На самом деле не стыдно. На самом деле все так красиво вокруг. И деревья глядят на меня, ай, болитно. Я дышу в апельсиновые корки. Меня не найдут в морге, меня не найдут в больнице, в милиции и за границами. Я живу на нечаянной войне, на ничьей стороне. И прошу вас, оставьте меня на моем восхитительном дне. Прошу вас, оставьте меня на моем восхитительном дне. Прошу вас, оставьте меня.
как будто его стошнило. Мы пьем на перроне чернила с другом детства, и детство все никак не кончалось, пока я прощалась. Потом подумалось, все проходит, ну да, вообще-то проходит, но что-то новое скоро произойдет, а что-то уже происходит, и я дышу в апельсиновом